И 11 столбик. Вот эти 3 воздушные петли у нас имитируют столбик. Мы это считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все, затягиваем кольцо, тянем за свободный хвостик. И закрываю я, как обычно, нахожу первую верхнюю горизонтальную, вот она. То есть вот это у нас идет имитация столбика, дальше идет полноценный столбик, и слегка правее от него есть верхняя горизонтальная. Эту нам и надо. Я захожу сзади вперед, захватываю эту петлю и крючком вывожу ее полностью назад. Дальше получившейся петлей обхожу круг, хвостик от кольца высвобождаю. И дальше тяну за рабочую нить, затягивая петлю. И перемещаюсь ближе к кругу и затягиваю так, чтобы узелок у меня слегка ушел под эту первую верхнюю горизонтальную. И за рабочую нить тяну, выровняв все. Вот такой первый ряд круга у нас получился. И здесь вышло 12 столбиков с одним накидом. Для того, чтобы расширить круг пропорционально, мы просто в каждую верхнюю горизонтальную провязываем по 2 столбика с одним накидом. Начинаю ряд я таким образом. Делаю накид, захожу в первую ближайшую к нити рабочую петлю, захватываю рабочую нить, провязываю 2 петли на крючке, затем еще одну. Накид, и сюда в эту же точку вяжем прибавку, то есть еще один столбик с накидом. Вот у нас получилось такой элемент прибавка, да, 2 столбика в одну точку. Накид в следующую верхнюю горизонтальную также вяжем 2 столбика с накидом. И вот так в каждую верхнюю горизонтальную по 2 столбика с одним накидом. Всего выйдет 24 столбика. Так, и остается провязать последнюю прибавку, и это место соединения ряда предыдущего. И здесь вот мы проходим под эти вот 2 ниточки, которые как бы впереди полотна лежат. Делаем накид и также провязываем прибавку из 2 столбиков с одним накидом. Завершили вязание второго ряда, закрываем ряд как обычно. Вот первый сымитированный столбик у нас. У него верхней горизонтальной нет, мы ее сейчас сымитируем. И вот второй столбик, слегка правее его верхняя горизонтальная. Заходим сзади вперед, захватываем петлю, выводим ее полностью назад. Петлей обходим наш круг, при этом хвостик от кольца высвобождаем и тянем за рабочую нить раз. И почти в самом конце переходим ближе к кругу и затягиваем узелок, чуть-чуть уходит под петлю. За рабочую нить выравниваем и завершили вязание второго ряда полностью. Дальше переходим на вязание желтым цветом и будем формировать квадрат. При этом желтую нить я пока не обрезаю, оставляю ее и буду ввязывать по ходу вязания третьего ряда. Мы также будем продолжать здесь вязать столбиком с одним накидом, и еще у нас плюс добавится столбик с 2 накидами для того, чтобы сформировать подъем на угол. И мы также начинаем ряд, делаем накид, проходим верхнюю горизонтальную, при этом белая нить также у нас лежит на крючке. Захватываю, провязываю 1 и 2. Первый столбик с накидом сделали. Вот эти 2 ниточки будем ввязывать. Дальше провязываю снова столбик с накидом. И затем будем уже переходить на формирование угла. Делаю в одну верхнюю горизонтальную сначала столбик с накидом, затем столбик с 2 накидами, воздушная петля, столбик с 2 накидами сюда же и столбик с одним накидом в эту же точку.
Вот так мы сформировали угол. Далее нам еще нужно провязать 3 угла. И между углами у нас будет по 5 одиночных столбиков с одним накидом. То есть в последующие 5 верхних горизонтальных вяжем по одному столбику с накидом. 5. И в следующую формируем угол. Столбик с одним накидом, столбик с 2 накидами, воздушная петля, столбик с 2 накидами сюда же, столбик с одним накидом в эту же точку. Все, сформировали второй угол, да, вот у нас уже получается квадрат. Дальше снова 5 одиночных столбиков с одним накидом, 5, и формируем угол. Столбик с накидом, в эту же точку столбик с 2 накидами, воздушная петля, столбик с 2 накидами и столбик с одним накидом сюда же. Все, и далее у нас снова идет 5 одиночных столбиков с одним накидом, затем формируем угол и довязываем ряд. Останется провязать 3 одиночных столбика, потому что 2 здесь мы уже провязали. И так же, как и в предыдущем ряду, мы провязываем в точку соединения последний столбик, да, подходим под 2 ниточки впереди лежащие вот сюда, вот так, и провязываем последний столбик. Да, мы видим, вот у нас здесь угол, дальше идет 1, 2, 3, 4, 5 одиночных столбиков и следующий угол. Все правильно. И снова закрываем ряд, как обычно. Вот первый столбик, вот второй, слегка правее от него верхняя горизонтальная, которая нам нужна. Заходим, переводим петлю назад, обходим уже квадрат наш, все ниточки. Так, эту можно обрезать белую, полностью выводим из этой петельки и затягиваем, как обычно. Все, провязали третий ряд, да, первый ряд у нас квадрата. Переходим на вязание 4-го ряда. В 4-м ряду у нас будут только столбики с одним накидом и 1 воздушная петля на углу между парой столбиков. То есть мы в каждую вершинку столбиков предыдущего ряда провязываем по столбику с одним накидом, а вот сюда, в эту арку из 1 воздушной петли, будем вязать 2 столбика с накидом, 1 воздушная, 2 столбика с накидом и так далее, идти по одиночному столбику провязывать. То есть теперь у нас, если было в предыдущем ряду 5 одиночных столбиков, то здесь у нас на 4 на стороне увеличивается, да, добавляется 6, 7, 8, 9 столбиков, то есть всего будет. Начинаем вязание как обычно, делаем накид, проходим в ближайшую петлю, вяжем сначала 2 петли, затем еще одну, первый столбик провязали. И далее двигаемся в вершину каждого столбика, провязываем столбик с одним накидом и под воздушную петлю одну вяжем 2 столбика с накидом, одна воздушная и сюда же 2 столбика с накидом. Далее, так, смотрите, не теряйте вот этот первый столбик, который ближе к углу лежит. В его вершинку провязываем первый столбик. И так далее до следующего угла, всего 9 одиночных. 8, 9. И формируем угол 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная и 2 столбика с одним накидом сюда же. Дальше снова опять не пропускаем вершину вот этого первого столбика
И вяжем 9 одиночных, формируем угол. 9 одиночных, формируем угол и довязываем до конца. Также у нас здесь вместо соединений не забываем, берем только вот эти 2 ниточки, которые впереди, да, туда дальше уже не подхватываем. 4-й ряд закончили, переходим на вязание 5-го ряда, и здесь мы будем вязать столбики без накида и воздушными петлями будем формировать вырез для ручки. При этом мы начинаем ряд с 3 одиночных столбиков, то есть у нас вот рабочую нить мы обычно начинали здесь же, мы смещаемся сюда, так, чтобы у нас здесь до угла было 3 столбика. И провязываем 3 одиночных столбика без накида. 1, 2, 3. Сюда под одну воздушную петлю мы провяжем также 1 столбик без накида. И потом в каждую верхнюю горизонтальную по столбику без накида. И на углу также 1 столбик без накида. И так вяжем. Вот здесь провязываем тоже в этом углу 1 столбик, 1, 2, 3 столбика, и дальше встречаемся, будем формировать цепочку для ручки. У нас на этом ряду уже загибается край, так и должно быть. Продолжаем дальше. И вот я подхожу к последнему углу, провязываю сюда 1 столбик без накида и еще 3 в последующие 3 верхние горизонтальные. 3. И здесь у нас остается 7 столбиков, мы их оставляем не провязанными и делаем 14 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 13 и 14. И далее прикрепляем эту цепочку к первому столбику. Если хотите здесь чуть побольше ручку, можно набрать 15, 16, 17 воздушных петель, и таким образом у вас будет основание для ручки увеличено. И я прохожу в раскол вот этого первого столбика в центр столбика и провязываю здесь столбик без накида. Первый. Дальше следующий столбик в раскол, столбик без накида, следующий столбик, также столбик без накида, и подходим к угловому столбику без накида предыдущего ряда и сюда провязываем в раскол 3 столбика без накида. Далее в последующие верхние горизонтальные петли мы провязываем соединительные столбики и встречаемся на следующем угловом столбике сверху. Вяжем соединительные столбики. И подошла к следующему угловому на противоположной стороне столбику. И сюда провязываю в раскол столбика, прохожу 3 столбика без накида в одну точку. Далее следующие 3 столбика на верхней части стенки также провязываем по одному столбику в раскол этих 3 столбиков. И 3. Далее мы переходим на обвязку ручки. И здесь в каждую воздушную петлю вот таким образом провязываем по одному столбику без накида. И 14. Так, вот что у нас должно получаться. И далее мы продолжаем двигаться по кругу. Теперь мы здесь сверху, то есть вот эти 3 столбика, плюс вот эти 3, которые на углу у нас провязаны. Итого 6 мы провязываем вершины столбиков этих
по одному соединительному столбику. Вот первая вершина. Раз, два, три. Дальше 3 угловые. Раз, два, три. Это верхний край сумки. И дальше переходим на боковую часть. И здесь мы будем вязать столбики без накида. Мы вот пропускаем вот эти косички, которые сверху лежат, и проходим в дальние косички. Здесь вот этот первый столбик чуть поглубже надо пройти. Вот эта косичка. Вяжем сюда. Раз. Следующая косичка. Два. То есть работаем с косичкой, которая чуть сзади лежит. Да, вот передняя косичка хорошо видна. И за ней задняя. Все, вот так вот с косичками мы работаем до следующего верхнего края. И здесь снова будем делать соединительные столбики. Так, и довязываю по боковой части. Вот последний столбик. Да, и вот смотрим. Раз, два, три, 4, 5, 6. Все верно. Эти 6 верхних горизонтальных мы сюда провязываем по соединительному столбику. 5 и 6. Так, и далее мы будем обвязывать по ручке. И здесь у нас в каждую вершину столбика на ручке мы вяжем тоже соединительный столбик. Всего 14 соединительных столбиков по ручке. Итак, 14 соединительных провязала. И далее я опущусь вот сюда на эту пропущенную часть столбиков на стенке. Таким образом, смотрите. Вот наши 2 столбика, которые мы провязывали на верхней части. Проходим в раскол верхнего столбика, провязываем соединительный столбик. Переверну для удобства и прохожу в нижний столбик, также в раскол. И соединительный столбик. И далее буду двигаться по вот этим верхним горизонтальным, которые мы пропустили. Раз, два, 3, 4 и 7. И далее поднимусь по столбикам. Также вот первый столбик без накида в раскол прохожу. И второй столбик в раскол. Далее здесь я просто вытягиваю и обрезаю нить. И полностью ее достаю. И для того, чтобы здесь сымитировать такой плавный переход, я сделаю имитацию петли. То есть я вот на ближайшую петлю накладываю хвостик. Вот в эту петлю прохожу, которая прямо над этой. Захватываю рабочую нить. И вывожу через последнюю провязанную петлю. Вот так прохожу в раскол и вытягиваю назад. Здесь все поправим аккуратненько. Вот так получается все. И на изнаночной стороне можно сейчас спрятать все хвостики. Просто пропускаем их между столбиков в произвольном порядке. В конце оплавляем зажигалкой, припаивая хвостики к полотну.
Итак, первая стенка готова. Пожалуйста, по такому же принципу самостоятельно свяжите вторую. Для удобства работы с видео внизу есть тайминг, вы можете перейти в начало видео и вместе со мной снова провязать такую же стенку. Итак, две стенки готовы. Далее переходим на вывязывание боковой детали, с помощью которой мы соединим стенки воедино и соберем сумку. Боковину мы будем вязать поворотными рядами, столбиками без накида, начинать с 4 воздушных петель и двигаться на высоту 41 ряд. Почему 41? Потому что у нас здесь для боковины мы считаем по последнему ряду, там где мы провязывали столбики без накида, да, сверху мы провязывали соединительные, а здесь мы провязывали столбики без накида, и вот мы сосчитаем это количество, и их получается 41. Будем прокалывать, когда присоединять будем в раскол, вот так вот, да, для того, чтобы было более симметрично, потому что если мы сейчас вот отметили начало и конец боковины, то оно идет с таким смещением, поэтому здесь обязательно будем работать в раскол столбиков, когда будем присоединять боковину. Вы можете также отметить начало и конец боковины для того, чтобы не запутаться. И буду я вязать желтым цветом, можно, конечно же, белым, если у вас его достаточно, у меня его очень мало, поэтому буду продолжать желтым. И набираю 4 воздушные петли. 4. Делаю одну воздушную петлю для подъема и первый ряд буду провязывать за вот эти перемычки. Косичку полностью опускаем вниз и находим перемычки. 1, 2, 3, 4. То есть во вторую петлю от крючка и за перемычку цепляемся и провязываем первый столбик без накида, второй, третий и четвертый. Так, вот этот узелок я, как обычно, распускаю для того, чтобы убрать лишний объем. Затягиваю, высвобождаю крючок из петли и поднимаю хвостик на верхние горизонтальные первого ряда. Прохожу в последнюю верхнюю горизонтальную, цепляю левую стенку столбика, то есть как будто бы в раскол прохожу, и подхватываю кончик, вывожу его наверх, и во втором ряду просто буду его ввязывать по ходу вязания. Одна воздушная петля для подъема, переворачиваю, и во вторую петлю от крючка, подобие дужки верхней горизонтальной, захватываю рабочую нить, столбик без накида, и так 4 столбика. Хвостик ввязывается. 4. Можно подтянуть. Снова воздушная петля для подъема, переворачиваем, и во вторую петлю от крючка по столбику без накида в каждую верхнюю горизонтальную. Все, и так, пожалуйста, самостоятельно провяжите на высоту 41 ряд всего должно быть. Итак, провязала боковину из 41 ряда. Далее мы переходим на присоединение боковины к первой стенке. Разворачиваем вот таким образом. И смотрите, вот у нас отмечена первая точка. Да, помним, что мы работаем в раскол, то есть вот там глубже этот первый столбик находится. Мы для начала вытягиваем петлю, высвобождаем крючок и проходим в соединительный столбик, да, из 6, который у нас был, то есть в петлю, которая выше отмеченной, проходим, захватываем рабочую петлю и вытягиваем ее наверх. Так, и далее я сниму маркер. Мы будем проходить сначала в раскол столбика на стенке, вот первый, и за крайний столбик на боковине, тоже первый, будем считать это первым рядом. Захватываем там рабочую нить и вытягиваем наверх, провязываем соединительный столбик первый. Дальше следующий второй столбик на стенке в раскол. Следующий второй столбик, крайний, вот он, прям за него захожу, захватываю там рабочую нить и вывожу наверх, провязываю соединительный столбик. Следующий на стенке, на боковине, подхватила рабочую нить, вытянула
и провязала соединительный столбик. И вот так вот двигаемся по всей зоне для присоединения боковины. Так и подхожу. Вот к концу мне остается провязать 2 соединительные петли. Так. И так как мы и в начале делали, я прохожу в выше отмеченную петлю, прохожу здесь в вершинку, да, вот в эту косичку, достаю нить и провязываю последний соединительный столбик. Все, здесь обрезаю нить, высвобождаю и просто ее уведу через вот эту же петлю, в которую мы провязали соединительный столбик, на изнанку. Вот так это выглядит все. Все, и на изнаночной стороне можно сейчас спрятать все хвостики. И переходим на присоединение второй стенки. Работаем справа. На боковине, вот на этих верхних горизонтальных, самый крайний и самый крайний, выводим рабочую нить, оставляем здесь хвостик подлиннее, вытянули, да, и повторяем так, как мы делали с первой стенкой. Вот наша первая точка, проходим в петлю повыше, захватываем рабочую петлю и выводим наверх. И далее работаем так же, как и на первой стенке, проходим в раскол на стенке. И здесь, смотрите, мы первый столбик провяжем, также пройдем в раскол на боковине, потому что у нас так нить вылезет. И провязываем соединительные. И далее двигаемся, как обычно. У нас здесь уже в другую сторону смотрят столбики. Проходим за столбик и провязываем соединительный столбик. Следующий третий столбик на стенке. Все, и вот так вот провяжите, пожалуйста, самостоятельно. Еще пару петель можно провязать и спрячьте здесь вот этот хвостик, ну, чтобы было удобнее его сейчас спрятать. Итак, сумочку я уже собрала, отгладила. Вот так вот прямо на лицевой стороне я проглаживала уголки, для того, чтобы она была такой формы более симметричной. И вот так вот еще можно, пока теплая, вытянуть. А если вы хотите сумку, чтобы она была такая нарочито квадратная, да, здесь она у меня все-таки с круглением идет, то вы тогда можете делать там, где мы провязывали один столбик, сюда можете повторять, продолжать, да, повторять круг, провязать сюда, например, 3 столбика, да, или 4 столбика. И так она у вас получится более круглая, квадратная. Ручку я буду вязать тоже желтым цветом, можно вязать белым, если его у вас достаточно. Начинаю с правой стороны сумки и прохожу верхние столбики. Вот первый, второй, во второй прохожу в раскол, подхватываю рабочую нить, вытягиваю и начинаю вязать воздушные петли столько, сколько нужно мне длины ручки. Я набрала цепочку примерно 90-95 сантиметров. И теперь поправляем цепочку так, чтобы косичка смотрела на вас. Высвобождаем крючок и переходим на противоположную левую сторону. И здесь находим второй слева столбик, рабочую петлю перед полотном, прокалываем столбик насквозь и провязываем. Присоединили ручку к противоположной стороне. Далее идем по цепочке. Вот эту первую петлю присоединительную не трогаем, переходим ко второй петле и за верхнюю дужку провязываем до конца соединительными столбиками. Так вот, что должно получаться. И подхожу к концу.
Подтягиваю вот эту первую петлю. И далее присоединяюсь вот сюда же, в этот первый столбик, с которого мы начинали, соединительный столбиком. И далее перехожу на следующий столбик, который левее. Также соединительный столбик. И далее иду, начиная с третьей петли. 1, 2, 3. И сюда за дальнюю дужку. Провязываю также соединительные столбики и двигаюсь к противоположной стороне. Хожу к концу, провязываю последний столбик. Да, вот эта петля, это была петля присоединения, мы ее не трогаем. Так, я тут не в раскол провязала, ну да ладно. Также пройду между столбиками, с изнанки захвачу рабочую нить и протяну через петлю. Все, вот таким образом присоединила ручку. Теперь можно нить обрезать и спрятать все кончики на изнаночной стороне. Ну что же, вот что у меня получилось. Сюда внутрь можно сделать 1 или 2 кнопки. И также можно добавить подкладку. Такую сумку можно вязать любого размера. Просто расширяем круг и затем пропорционально делаем боковину и присоединяем ее. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Если это так, обязательно оставляйте лайк, делитесь этим видео, оставляйте комментарии и подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Всем спасибо и до новых видео. Пока!